try to fly. Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале Archids World. Я Ксюша, и у меня сегодня для вас, на мой взгляд, очень интересная и полезная информация. Если вы до сих пор режете свои отцветшие цветоносы, то я сегодня непременно смогу переубедить вас больше этого не делать. Мои подписчики в Instagram очень часто спрашивают: Ксюшенька, а что же вы делаете такого, что ваши орхидеи так пышно цветут? Конечно, в этом вопросе совокупность многих факторов, но мы сегодня с вами раскроем один из них. Вас, наверное, тоже раздражают торчащие палки после отцветания вашей красотки. У меня тоже очень длительное время просто вид вот этих, знаете, палок, которые торчат во все стороны, и не впечатлял. И я всегда брала и под корень отрезала, под самый пенечек отрезала отцветший цветонос. И ждала очередного цветения моей красотки с нового цветоноса. Мне важно всегда была эстетика, чтобы это было все красиво, безупречно. Поэтому даже когда орхидея не цвела, мне надо было, чтобы она стояла у меня красивой. Но в какой-то момент, по-моему, я на просторах интернета встретила информацию, что можно не отрезать цветонос, и она раскуклит почечку и процветет вновь. Я решила попробовать. И каково было мое удивление, когда пришло время очередного цветения, и моя орхидея выпустила и новый цветонос, и на старых цветоносах пробудила почки. И, конечно же, это цветение было невероятно красивым и пышным, и оно приводило меня в восторг. И я поняла, что я попробую эту практику применять вновь и вновь. А сегодня, так как сейчас на улице осень, и у нас у всех сейчас период цветоносов, период бутонизации, уже у некоторых орхидей, те, которые самые первые запустили свои цветоносики, поэтому у меня есть экземпляры, на которых я наглядно покажу вам, как это происходит. Ну что, поехали. Значит, хочу начать я вот, наверное, с этого края. Вот здесь стоит у меня орхидея сорт Феррара. Это обычной формы орхидейка. В этом цветении, в цветении весеннем, она у меня пробудила вот этих два цветоноса и с них процвела. Когда она цвела, я отрезала вот до первых почечек, и так вот с весны она у меня стояла. И с приходом осени она не запустила у меня новый цветонос, но зато она у меня пробудила шикарные две почечки на одном цветоносе и на втором. Оно видно уже, что цветоносы будут большие, и красивое ждет меня цветение. Сейчас буду показывать пока те орхидеи, которые именно в нашу тему вписываются. Остальные буду пропускать. Смотрите, вот это у меня Motion. Motion вообще очень пышно цветущая орхидея. Даже с одного цветоноса она всегда дает и боковые ответвления, и очень пышно цветет. Так вот, вот этот цветоносик у нее мне сейчас, возможно, будет не очень всегда удобно, потому что я и боюсь сломать. Везде торчат цветоносы, буду очень осторожна. Вот этот цветонос у нее новенький. Это осенью она его запустила. А вот этот цветонос, это цветонос весенний, с которого она у меня цвела. Я также поступила. Я вот до сюда, вот видите, пенечек торчит.
Я до сюда отрезала ей цветонос, и с приходом осени она у меня запускает как новый цветонос, так и пробуждает вот одну почечку. И самое интересное, она пробуждает у меня на боковом ответвлении, которое я тоже не отрезала. Я просто тоже отрезала до спящей почки. Это тоже такой мой эксперимент. Она пробуждает тоже спящую почечку и запускает цветоносик. Он у меня, как видите, тянется к моей лампе. Вот, я его уже начинаю потихонечку приучать правильно формироваться. Вот, надо это делать постепенно, потому что есть большая вероятность, что можно сломать его. Поэтому я сейчас жду, когда он еще немножечко подрастет, чтобы он не хрустнул у меня во время формирования, и начну его направлять вот по прямой. Так, это что касалось моушена. Теперь вот у меня красавица Алабастер. Она у меня совсем в недавнем обзоре фигурировала. Вот. Я, значит, вообще как поступила, я даже не отрезала до спящей почки этот цветоносик. Вот видите, вот старые места, это она здесь цвела у меня летом, весной, летом, вот в этот период. Вот, и я оставила вообще, не трогала, даже не отрезала с приходом осени. Вот почему она у меня уже зацвела, потому что орхидейке необходимо меньше энергии и затрат для того, чтобы просто продлить свое цветение и, скажем так, либо пробудить почечку. Ей надо меньше энергии затратить на это, чем вырастить новый цветонос. Поэтому вот эти орхидейки, которые у меня процвели, вернее, продлили свои цветоносы, уже цветут. Так вот, причем не на 1-2 цветочка, да, вот как кажется, что и это будет скудное цветение какое-то, с нового цветоноса только орхидея способна красиво процвести. Это неправда, потому что сейчас уже сформировано у нее 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 бутончиков, 3 из которых она уже открыла. И вот еще у меня, это вообще старый цветонос, я даже не помню, когда она с него цвела. Если это весенний у нее был цветонос, то это, наверное, вообще перед этим цветением было. И он у меня тоже вот так вот благополучно болтался. Вот. И вот она, видите, вот в этом цветении уже она пробуждает почечку. Сейчас фокусирую немножко. Вот. И тоже будет здесь рост нового цветоносика. Так, вот я добралась до красавицы своей Феррары, только уже в форме мутации бабочки. Вот, она у меня тоже, значит, не пустила новый цветонос в этом осеннем цветении. У нее было, я ее очень часто показываю в Инстаграм. Кто не подписан, то в Инстаграм меня можно найти точно так же, как и название такое же, как и здесь. Но я тоже ссылочку сейчас оставлю. Так вот, я очень часто ее там показываю, потому что это просто чудесной красоты орхидея. И вот о чем хочу рассказать. Значит, у нее вот это 2 весенних цветоноса. Она на них отцвела. Я вот отрезала цветоносик. Она мне дает боковой цветонос, процветает тоже с него. Я тоже отрезаю. Вот. И на удивление в этом цветении она у меня пробуждает 2 боковые почки с боковой почки. То есть вот основной цветонос, как вы видите. Сейчас
вот он основной. Потом вот это вот боковой цветоносик. И она сейчас у меня осенью зацвела вот из боковых почек. И причем, посмотрите, как красиво. Тоже раньше думала, что с боковых почек цветение будет ну совсем скудненьким, и цветочки будут ну очень маленькие. Нет, они полноценные, цветение тоже полноценное. И вот посмотрите, она у меня еще продляет цветоносики и формирует новые бутончики. И интересная вот еще, да, история вот с этим цветоносом. Здесь была почечка еще одна. Вот, но я когда здесь занималась уходом за орхидеями, у нее был где-то уже вот такой величины цветоносик с проснувшейся почки, и я случайно задеваю и ломаю цветонос. Вот, я, конечно же, расстроилась, как всегда, ну кто же не расстроится, да? Но я думаю, ладно, я отрезаю до следующей почки цветоносик, просто ножничками, секатором. И что вы думаете? Она у меня пробуждает почку, и сейчас растит цветоносик. Так, вот это вот моя Феррара. Вот о ней я рассказала, да, интересно. Теперь дальше я перейду. Название сорта я не знаю. Тоже она у меня есть, ее красивое цветение в Инстаграм. Возможно, вставлю фотографию ее цветения, вот этой красавицы. Меня, конечно, ждет просто невероятной красоты цветение в этот раз этой орхидейки. Почему? Сейчас покажу. Вот этот цветонос у нее осенний новый. А вот это цветонос, которого она цвела у меня весна-лето. И она, смотрите, вот раз боковую почечку пробудила, и вот вторая. Причем вот эта почка, она последняя. Очень редко, ну, на моей практике, чтобы прям с первой почки от начала я видела цветение. А она вот пробуждает вот эту почку и вот эту. Так, ну, дикий кот, он же вообще славится всегда пышным цветением. У него, видите, перемотан цветонос. Это тоже мой эксперимент. Сейчас о нем тоже расскажу. Значит, дикий кот у меня тоже не запустил новый цветонос. Она у меня вообще цветет очень давно уже больше года. Вот она со старого цветоноса пробудила, который я тоже не отрезала, а отрезала до спящей почки. Вот она пробудила. Я тоже случайно ломаю этот цветонос и сломала так, что он на ниточке, скажем, на кожице болтался. Я его прикрутила. Мне так советовала одна девочка, потому что я как-то сокрушалась очень сильно, когда сломала один цветонос. Девочка сказала мне в комментариях: а вы бы его примотали? Говорит, я когда приматывала, они прирастают и растут дальше. Я сразу вспомнила эту информацию и решила также поступить. Пока рост я вижу, наблюдаю. Но цветонос был абсолютно сломан полностью. Ну, этим экспериментом я поделюсь с вами, если у меня действительно все получится, и расскажу о нем. Значит, здесь вот она сейчас тоже, цветонос я не отрезала, она с него весна-лето цвела, я его вообще оставила, не трогала. И вот она у меня продлила и дальше продолжает продлевать его, формируя новые бутончики. Вот видно тоже. Кстати, намного красивее зимнее цветение всегда. Оно более насыщенное, колоритное такое.
такой пятнистый, бархатный красавец. Так, следующая орхидея у меня это легата. Легатушка пилорчик. Она вообще умничка. Значит, смотрите, сейчас покажу. Вот это у нее новый цветонос. Вот он. Это осенний цветонос, который она новый вырастила. Вот это очень боюсь сломать. Сейчас буду очень аккуратно показывать. Вот этот цветоносик у нее тоже новый. Вот он. Вот это новый цветонос. То есть она запустила у меня 2 новых цветоноса в осеннем цветении. И вот он цветонос, вот который я отрезала до спящей почки. Пробуждается почечка. Вот уже началось цветение. И так же само произошло вот с этим цветоносиком. Вот. И она тоже боковую почечку дала и уже тоже начинает распускать его. Вот это чармер. Я с ним поступила так же, как и с алабастром. Я не стала резать цветоносик, который она у меня, с которого она цвела весна-лето. И вот она продлевает осенью цветонос. И опять же, видите, на какое количество цветочков? Уже 9, я посчитала. И при этом она пробуждает новый цветоносик и готовится к новому цветению. Так, вот здесь у меня очень красивая орхидейка. Это Катрина. Это бархатная, очень бордовая такая, очень колоритная губа у нее, очень красивый сорт. Вот она у меня вот с этого цветоноса цвела весна-лето. Вот она пробуждает осенью. И осенью запускает абсолютно новый цветоносик. И сейчас его растит. Дальше у меня вот эта вот красоточка. Названия у нее нету. Не знаю я название ее. Значит, тоже новый цветонос. И со старого цветоноса, с боковой почки, вот формируется новое цветение. Я, наверное, уже ускорюсь. Так, дальше у меня идет, кого хотела вам показать. Вот у меня на пьедестальчиках стоят. Это красавица бабочка легата. Значит, легата вообще славится очень пышным цветением. Они большие трудяшки и очень выносливый сорт. Сейчас вот сниму заколочку и покажу. Вот это цветение. Это вот цветонос новенький. Она запустила осенью. А вот этот цветонос. Вот этот цветонос и вот этот цветонос я не отрезала с прошлых цветений. То есть у нее было уже 3 старых цветоноса с разных цветений. Сейчас я уже даже вам не назову, какие это были по счету цветения. Они у меня так и болтались. Даже если вот посмотреть на вот этот цветоносик, он такой коротенький. То есть я уже его чикнула. И он все равно у меня так и существовал вместе с орхидейкой. Вот. А в этом цветении, вот видите, начинается, уже бутончики начинают формироваться на этом цветоносике. Вот. На этом цветоносике также уже бутончики окрашиваются, уже совсем скоро раскроются. Вот. И вот эти вот уже первый цветочек начинает свой распуск. Вернее, распустился, эта веточка начинает свой распуск. Причем вы обратите внимание, какое количество бутончиков.
Вот это уже 5 бутончиков, да, на боковой почечке. Здесь у нас 4. И я их всех формирую в одном направлении, чтобы цветение было красивым. То есть вот я формирую, я называю это, воспитываю свои цветоносики. Вот так. Вот это рядышком стоит красавица. Очень люблю этот сорт. Это Golden Beauty. Golden Beauty тоже невероятная трудяжка. Вот это у нее новый цветоносик осенний. Вот он. И боковая почка тоже. Вот. Формируется цветение из 2 цветоносиков. Вот на этом стеллаже хочу показать вам тоже. Это тоже легато, только это уже 3 липс. Вот новый цветоносик осенний, совершенно новенький. И со старого цветоноса она пробуждает 2 почки. Одна почечка, вот вторая. И вот, я уверена, будет очень красивое цветение. Вот такая будет грозочка красивых таких мутантиков. Так, следующая, это целая корзина у меня, целая корзина невероятной красоты белых, белоснежных орхидей. Она у меня как раз вот и посажена в такую белоснежную тоже лодочку. Здесь у меня, кто следит в Инстаграм со мной, знают, у меня есть такие красивые белоснежные биглипы. Здесь их у меня 2 биглипа. Вот один. Сейчас, минуточку. Вот один биглип. А вот второй биглип. Они немножко разные. Они оба белоснежные, но немножко разной формы губа у них. И рядом посажена 3-я орхидейка. Это просто белая орхидея с большими такими цветочками. Так вот, сейчас расскажу об этой своей корзинке. Вот у меня у одного из биглипов нового цветоноса нет, но она из старого цветоноса. Сейчас, минуточку терпения, потому что все движения у меня должны быть плавными. Вот старый, значит, цветонос, и с него 1 почечка и вторая. Вот вторая. Я тоже, видите, воспитываю его, прикрепила шпажку, потому что тянется к направлению окна, а мне надо, чтобы он формировался по прямой, не изгибался. А второй биглип, который у меня рядышком с ним сидит, у него, во-первых, запутался вот так вот, видите, изогнутый цветоносик. Он сначала лез туда, потом решил в другую пазуху вылезти. Вот это новый цветонос у нее, у этой орхидейки. Так, уже и бутончики начинают формироваться. А вот это старый цветонос. Вот с него она у меня цвела весной и летом. И вот она пробуждает новую почку. Цветоносик не маленький. И вот еще почечка, которая проснулась, уже вот такая веточка. И рядом у меня, я тоже, если заметите, да, вот здесь формирую цветоносики. Тоже у меня часто спрашивают, формирую ли я цветоносы. Обязательно. Я обязательно цветение формирую. Каждой орхидейке, на мой взгляд, по-своему. Но то, как я хочу увидеть данное растение в том или ином цветении. Где-то каскадиком, где-то просто свисающей веточкой. Вот, но рядышком у меня вот эта белая орхидея. Вот ее старый цветоносик. Тоже
пробудилась почка и 2 новых цветоноса. 2 новых цветоносика. Сейчас покажу. Как бы удобно показать, чтобы мне тут ничего не поломать. Вот. Так, ну, у меня на самом деле таких вариантов еще показывать вам на стеллажах. Но, наверное, на этом и все. Я думаю, что такое количество орхидей, которые я вам показала в этом цветении, в осеннем цветении 2020 года, будет предостаточно для того, чтобы вас убедить больше не резать цветоносы, а ждать распуска боковых почек вместе с новыми цветоносами и наслаждаться потом красивыми пышными букетами цветов. А я буду, наверное, уже заканчивать. Я и так довольно много показала. Надеюсь, было вам очень интересно. Очень мне хочется, чтобы обзорчик и информация была для вас полезной и информационно насыщенной. Я специально, наверное, показала довольно много орхидеек. Может быть, кто-то притомился смотреть. Вот. Но это сделано специально, чтобы непременно вас переубедить и доказать, что не надо вмешиваться в процесс. Орхидейка сама, если не захочет цвести с этого цветоноса, она просто начнет его засушивать, и вы это тоже увидите и его срежете. А до этого момента надо просто набраться терпения и подождать, что же будет дальше с этим цветоносиком. Ну что ж, друзья, если было интересно, познавательно, буду рада, если поставите лайк, пишите мне комментарии, буду рада читать, отвечать. И до встречи в новых роликах. Try to fly